Как бы это печально ни было, но август традиционно мертв не то чтобы на годные игры, но даже и на бестолковые, потому как все от мала до велика балдеют в лучах уходящего лета. Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире новая подборка годных игр. Наскреб я тут по сусекам и готов представить самый достойный свежак из того, что было. По большей части, правда, для iOS, хотя есть кое-что и для Android. Так что будет интересно, освобождайте память на своих устройствах, ставьте лайк и усаживайтесь поудобнее, потому что у нас всегда есть во что поиграть. Создатели Radiation Island, в который я, к слову, не играл, выпустили свежий проект с City в названии. И это действительно та игра, на которую стоит обратить внимание. Это Stalker клон, в хорошем смысле этого слова, только уже на мобильную платформу. И получился он, что надо. Крушение на самолете, поиск возлюбленной и зона отчуждения — основные составляющие, хоть и банального и заезженного до нельзя, но все же сюжета. Главное в другом. Тут есть атмосфера. Она реализована на столь хорошем уровне благодаря невероятно шикарной графике, продуманной механике, кучу основных и второстепенных заданий, интерактивному миру и прочим составляющим настоящего проекта AAA класса. Удовольствие платное, но это одна из немногих игр в App Store, вышедших за последнее время с таким высоким уровнем качества и способной раскрыть потенциал флагмана на все 100%. И это эксклюзив. А Typical Games не выпускает игры под Android. Недостатков по этой части 3. Девайс реально греется, заряд утекает на глазах, и на максимальных настройках даже на iPhone 7 Plus во время дождя и в очень насыщенных сценах замечается просадка FPS. Над оптимизацией еще нужно поработать. Игра определенно стоит потраченных средств, и это будет, пожалуй, самое яркое впечатление в мире мобильных шутеров за последние несколько лет. Пока создатели Sky Gamblers откровенно щелкают, выпуская какие-то скучные гонки на самолетах, Wargaming медлит с запуском World of Warplanes на мобильные платформы, а прочие геймдевы в упор не видят открытость и актуальность сегмента самолетов, в App Store Google Play выходит War Wings, помесь War Thunder и Sky Gamblers с механикой прокачки, как в танках. Зашло? За неимением конкретных конкурентов однозначно да. Вас ждут PvP бои в формате 4 на 4, куча самолетов времен Второй мировой войны от 4 наций с возможностью глубокой прокачки, удобное управление и море фана. Несмотря на свежесть проекта, игроков предостаточно. Графика не идеальная даже на самых высоких настройках, а вот остальные составляющие вполне себе ничего. И все благодаря перенятой механикой и системе прокачки у танков. Пока ничего более годного в этом жанре я не видел. Если есть достойные альтернативы, обязательно отпишитесь в комментариях. Тем, кому показалось мало пошаговых головоломок в серии Go, это я про Лара Крофт, Hitman и Deus Ex предлагаю сыграть в свежачок под названием Eden Renaissance. Механика игры хоть и похожа на ранее сказанные проекты, но тут есть свежая история, новые задачки и красивая подача в 3D. Игрушка красива, интересна и действительно стоящая, но я хочу высказать несколько своих фи. Во-первых, это сюжет. Его подача идет в виде диалогов. Мало того, что тут нет озвучки, так еще есть и куча грамматических и орфографических ошибок в локализации. Хорошо, что хоть русский язык есть. Во-вторых, нет той четкости и быстроты в управлении, как в той же серии Go. Там были очень четкие движения, которые практически мгновенно повторяли свайпы. В-третьих, первые уровни, очень скучные и простые. Благо, потом все супер. В остальном, графическое исполнение, атмосфера и механика с самими головоломками просто отличны. Классный проект, достойный внимания любителей жанра. Мистер Джамп вернулся. Нет, это не очередное однопальцевое Г, которых в App Store и Google Play просто завались. Это хардкор в чистом виде. Это игра, в которой 99% пройденной трассы не говорят абсолютно ни о чем. Смотрите, аркада бесплатная, драйвовая, бесячая, когда долго не можешь пройти определенный уровень, а их тут просто завались, и очень веселая. Реклама есть только при активном интернет-соединении. Платформер здоровский и для скачивания обязателен. Мистер Джамп S — это убивалка времени с ограниченным количеством уровней, а не бесконечными бессмысленными заездами в хреновых аналогах. Играю и наслаждаюсь. Про эту игру много не скажешь. Black Box — это невероятно сложный и необычный пазл, который заставит вас вертеть устройство и напрягать свой мозг так, как вы никогда этого еще не делали. Самую необычную головоломку пройдут лишь немногие. Жаль, что русского языка нет. Проект для скачивания бесплатен, но за подсказки придется раскошелиться. В остальном качайте и играйте. Это самое настоящее испытание для серого вещества. И да, это iOS эксклюзив.
На эту игру стоит обратить внимание хотя бы просто потому, что она совсем необычна для мобильного сегмента. Эпизодическая адвенчура с пиксельной олдскульной графикой повествует историю 4 австрийских деятелей искусства и ученых. Красивее, чем описание в App Store Google Play, не выразится. Игра вовлекает игроков в историю внутреннего поиска творческого потенциала, связей и вдохновения. О как! К слову, The Lion Sanks лишь первая часть, выбор игроков которой будет фиксироваться и как в сериалах от Telltale Games отражаться на действиях в других эпизодах. А финальный эпизод определит, смогут ли персонажи на основе вашего выбора достичь вершин или их ждет провал. Любители экшена, таймкиллеров, однопальцевых аркад и прочих видов динамичных игр проходят мимо. А вот если вы отдаете предпочтение книгам, то игра должна зайти. И еще одна довольно качественная аркада с элементами головоломки в нашей подборке. Несмотря на дизайн уровней и анимацию, которая откровенно на любителя, сам игровой процесс затягивает. Уровни выполнены в форме кубов, где придется передвигаться как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Немножечко ловкости, пространственного мышления и логики, и Heart Maze доставит вам уйму удовольствия. Кстати, сама игра была разработана той же студией, что и головоломка Lead the Torch, которая мне также понравилась. О ней я уже рассказывал в одной из предыдущих подборок. Ценник на игрушку более чем гуманный, так что к ознакомлению рекомендую. Текстовые квесты любят немногие, но если вы как раз из числа таких людей, то попробуйте свежий бесплатный проект Last Hope Line. Тем более это будет не стоить ничего. Очутившись на месте оператора службы спасения, нам необходимо будет оказывать помощь людям в сложных ситуациях. В остальном все так же, как в аналогичных проектах. Есть история, а реализация однотипная. Правда, хотелось бы побольше влияния на судьбу персонажей, а то чувство рельсовости при прохождении совсем не хочет покидать игрока. Надо же, оказывается, еще можно в играх придумать что-нибудь оригинальное. Zlatan Legends представляет собой новую спортивную онлайн-дисциплину, в которой необходимо запускать мяч по лабиринту, постоянно изменять его траекторию, собирать бонусы и не попадать на синие стенки. Эдакий симбиоз футбола и гольфа. Конечно, пролететь весь уровень по-быстренькому и занять первое место – это вариант на первых локациях. Но вот без собираемых бонусов не купить новый шмот и не повысить скилл. А без этих вещей дальше в карьере делать будет нечего, и вас будет ждать неожиданный тупик. Игрушка ориентирована на донат, и насколько он будет жестким, пока не ясно. Играть можно только в онлайн-турнирах, что одновременно является и достоинством, и недостатком проекта. В остальном стоит попробовать. Редко в App Store встречается что-то новенькое по части геймплея. Жаль, что для Android игры нет, по крайней мере, пока. Как гласит описание, легендарная Parking Mania вернулась. Раньше довольно много в нее зависал, и это здорово, кроме одного. Игра из года в год не меняется. Это все та же Parking Mania, которая вышла много-много лет назад, только с новыми уровнями. В 2017 году такая графика выглядит как-то не очень, да и оптимизация под 5,5 дюймового устройства почему-то нет. Картинка нещадно растягивается и вызывает кровотечение из глаз. Парковаться весело и увлекательно, но блин, пора бы добавить какого-то разнообразия. Где aimazing, innovation и прочие штуки. Разработчики однозначно пошли по неправильному пути, благо хоть проект бесплатный. На этом все. Все ссылочки на проекты я традиционно оставил в прикрепленном комментарии. Если вы еще не с нами, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. С вами был Вадим Ищенко на канале Протек. До скорых встреч, увидимся в следующем видео. Пока-пока.